Добрый день, товарищи. Попал мне случайно в руки пистолет страйкбольный, он же Airsoft, от Umarex Beretta М96А1. Очень был рад и счастлив. Пистолет, на первый взгляд, был очень хорошим. Поставляется он изначально в такой вот коробочке. Пустая коробочка с небольшим описанием. В коробочке вот такая инструкция. Можете поставить на паузу. Я здесь сделал закладочку основных характеристик этого пистолета. В принципе, инструкцию эту можно скачать на сайте в формате PDF. Я расскажу только негативные мои отзывы по этому пистолету. Первое. Краска. Буду стараться, чтобы вы смогли увидеть. Краска сходит здесь, здесь и стирается. Тут, где у нас замок затвора, когда он зажимается в закрытом положении, он царапает. Мы еще увидим, когда снимем затвор. Что здесь дальше? С этой стороны от кольца, то есть, когда у меня кольцо здесь жмет на рукоять, все, сходит краска. Ну и в принципе любые другие движущиеся части этого пистолета, буду стараться, чтобы вы увидели. Здесь выработка краски, магазин. Это всего лишь неделя использования пистолета. Выстрелил порядка 11-12 баллонов СО2, 1000 шариков. То есть вы видите, магазин весь истертый уже. Здесь замок предохранителя поменял свой цвет. Может быть, не очень хорошо видно на видео, но изначально он был одинакового цвета с черным корпусом. Сейчас он стал серым. Видно, что другой материал и краска уже другая. Так, разберем его. Что мы видим здесь? Сразу одно из существенных отличий от пистолетов от Tokyo Marui VE, то что здесь на пружине затвора у нас есть вот небольшой упор, который должен зайти в этот паз на стволике, на стволе точнее. Но он заходит таким образом, я без пружины вам покажу, что он постоянно скакивает вот сюда. То есть при каждом ходе затвора здесь происходят какие-то танцы, и мы можем видеть результаты этих танцев. Вот здесь очень сильная выработка. Здесь выработка после 1000 выстрелов. Можете представить, что будет после года использования. Возможная причина того, что эта часть так сильно гуляет, то, что в пистолетах Cageworks, VE, Tokyo Marui вот эта часть составляет примерно визуально 10 миллиметров. Здесь это 4, максимум 5 миллиметров. Соответственно, из-за этого постоянно здесь гуляние и вот, собственно, выработка. Еще один недостаток, причем существенный. С этой стороны затвора у нас есть винт крепления, собственно, конструкции поршня. Этот винт
постоянно находится в отпущенном состоянии. То есть он самопроизвольно откручивается во время, собственно, работы затвора. Чем это плохо? Тем, что это единственный элемент крепления поршня. Соответственно, когда раскручивается этот винт, весь поршень начинает немножко люфтить. Вот я сейчас специально его отпускаю. Поршень начинает люфтить, и конструкция поршня, вы видите, подклинивает. Что не может не влиять на выработку всех внутренних частей. Что еще у нас опускается? Давайте посмотрим, как у нас, собственно, то есть это срабатывает при пустом магазине, срабатывает замок. Это хорошо. Давайте мы сымитируем работу затвора и посмотрим на тот винт, про который мы говорили. Собственно, винт крепления. Видите, все, он уже в свободном состоянии. Надо его подтягивать. Дальше. Здесь на предохранителе для демонтажа этого всего механизма, вот на предохранителе есть два мелких винта внутренних. Их необходимо снимать для демонтажа предохранителя и, собственно, поршня. Так вот эти два винта, два болтика, они тоже самопроизвольно выходят, и их надо подводить иногда. Какое у меня есть предположение по поводу неверной работы предохранителя, то, что он с этой стороны не сбрасывается? То, что есть пластина, которая поднимается. Так вот, на оси, которая здесь есть предохранителя, вот с этой стороны, есть небольшой зубец, который, как вы могли догадаться, уже выработан, и, соответственно, точности постановки в положении сейф, безопасность, уже нету. Возможно, именно поэтому с этой стороны уже не работает предохранитель. Необходимо или стукнуть по пистолету хорошенько, или снимать с предохранителя с этой стороны.